Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за мистического слона Фрэнка, Мистик Фрэнк, да, именно так. Но перед этим перейдем к самому главному, это результатом розыгрыша. Сейчас видите на экране у себя победителей, которые получают свои 1000 гемов. Что я могу сказать, ребятки? Эти победители смогут забрать гемы, наверное, в течение 2 недель, хотя разработчики обычно быстрее начисляют. Ну, говорю 2 недели, чтобы наверняка было. В общем, на личную почту не придут в личные сообщения вот сюда вот, да, и тут вы их сможете забрать. Ну, это для победителей. Остальным могу пожелать только удачи в будущих розыгрышах, потому что они 100% будут. Не расстраивайтесь особо, как говорится. Сегодня они победили, завтра вы. Ну, а мы сегодня будем играть за Фрэнка. Также там завезли акцию небольшую. Ну, как акцию, да, это больше просто такой бонусик для некоторых игроков. Вот, видите, показана Эдна, и показано на нее, ну, рассказано, что игроки, которые получили скинчик вот такой вот на Эдну, любым способом, они получат 100% бинт, если не ошибаюсь, да. А те, кто сыграют 15 боев с этим скином, получат еще и сандали святого. Опять же, эта акция, я так понимаю, сегодня будет. Вчера началась, сегодня закончится, то есть сегодня последний день. Нужно 15 боев сегодня на Эдне сыграть. Будет весело, конечно, этим уровнем 15 боев. Но, опять же, это 15 боев, это не обязательно победы. Такие дела. Ну, а мы отправимся со слоном Фрэнка в командные бои, потому что там легкие бои. Но надеюсь, сегодня скинчик мне на слоне Фрэнке принесет удачу, потому что, да, в командных боях без удачи на слоне это прям вообще тяжко, потому что персонаж сам по себе не имеет, как бы это сказать, ну, короче, командно зависимый. Вот. Также могу сказать, ребятки, что рандом реально сломался, об этом есть 100% инфа, то есть многие, не только я, это заметили, поэтому такие дела. Почему так, я не могу сказать. Когда это изменится, тоже сказать не могу, но скорее всего, это у нас закончится. Блин, дробовиком промахнуться, это надо было красиво. Так, бахаем, ломаем Брюсика, красивенько. Так, тут у нас еще бачок бежит. Шотаем бачка. Так, я немножко отвернулся от темы, да, разговора. Я же говорил по поводу чего-то там, я говорил. Блин, сложно. Этот Брюс, короче, ворвался так не вовремя. Мне пришлось... Ай, блин, надо спасать Никса. А, там 3-й уровень, в принципе, можно не спасать, да? Ну, давайте все-таки спасем. Ладно, или не успею. Не успел. Так, ну, ладно, пока что так. Никс у нас жесткий попался. Бахнем сейчас Брюсика немного, чтобы не быковал. И, я надеюсь, вспомню, о чем я говорил. Надеюсь. Это не точно, что я вспомнил. Я постараюсь, очень сильно постараюсь. Итак, у нас фулл золото. Блин, как-то хорошо. Никс вот адекватный, приятно. Играть, ну... Бля, там противники были. Ну реально, блин, я не могу вспомнить, что я говорил. Сложно. Как же сложно. Да хватит меня стрелять, крабик, я тут это уже из-за Брюса забылся, что я вообще хотел сказать, и все. Ой, как же сложно. Как же сложно. И не перемотать же, не посмотреть, что там говорил. Проблема. Ну ладно, если я вспомню, то в следующем видео расскажу, это уже точно. Но там что-то было важное. Да, блин, кто меня стреляет? Меня же задолбали. Панда, что ли? Судя по тому, как гранатка покатилась. А, Дона. Ну и панда. Дона и панда. Ну, как бы, угадал, кстати. Прикольно. Ладно, давайте тут все сядем. Панда, наверное, меня уже забыл. Да ты какой? А куда ты побежал, панда? Да куда... Вот... Ай, ботинка любая. Хотя, не спорю, на панде ботинок это прям классный предмет. Особенно в этих кустах, очень удобно. Хилиться, бегать. Так, что-то я хотел сказать по поводу... А, по поводу баланса, вспомнил наконец-то, да. Я к чему это все говорил, вот, что баланс сейчас откатили. Возможно, разработчики решили доработать его. Ну, это единственный логичный вариант. Они же не могли просто так его взять и вырубить, да? Как бы включили, а теперь, ну, давайте вырубим. Хотя он был, на самом деле, не так уж и плох. То есть, было примерно процентов, ну, 10 улучшения. В плане всего остального. Так, забахаем здесь. О, я бака шотнул каким-то чудом. Ну и ладно, шотнул и шотнул. Так, ну пока что у нас все тут хорошо. Ресаем нашего друга, лутаем аптечку. Сам он вторую же залутает сам, я думаю. Пингвин убежал. Никс у нас там с кем-то дерется, непонятно с кем. Я особо в воду слоном пить не собираюсь, потому что, ну, оно мне сейчас не нужно. Как таковое. Жалко, зебра не взяла капканчик, пригодился бы, наверное. Кстати, наверное, на бака тогда мой капканчик и сработал, потому что он как-то шотнулся слишком быстро. Наверное, все-таки продамажил капкан чуть-чуть. Ну, в общем, возвращаемся к балансу. Я думаю, они увезли его на переработку и доделают.
чуть получше, потому что ну, сейчас он такой себе. Вообще, баланс это сложная штука в зубе, потому что непонятно, по какому параметру его учитывать лучше всего. Я думаю, нужно учитывать баланс по параметру попадания. То есть, ну, вы кидаете гранату, попали в противника, значит, вы крутой игрок. Если не попадаете, значит, вы не крутой игрок. Это сразу отсеет вот этих всех игроков, которые, ну, просто стоят, ничего не делают, которые сидят в бочках, ничего не делают. Ну, вы понимаете, да? Этих всех гениальных ребят. Ну, и таким образом можно будет, наверное, сделать более-менее что-то понятно. Потому что по урону непонятно будет. Ну, по урону вообще сложно сделать баланс, потому что у каждого персонажа свой урон, и как это учитывать на общий аккаунт, тоже непонятно, да? Не балансишь же по отдельно по персонажам. Поэтому... Хотя можно и по отдельно... Я, в общем, не знаю, как у разработчиков там это работает. Но сложно, в общем, им там, наверное, определиться с этим всем, как и мне, в принципе. Поэтому такие вот дела. Ждем. Может переработать, реально будет круто. Кстати, нам повезло. Мы здесь одни. У нас здесь музей полный. Никс гений, конечно же, не дружит с головой. Ну, это очевидно было, кстати, заметьте, да? То есть, вот эти ребята понимают, что здесь музей, здесь есть лут золотой. Здесь были на карте куча ботов. Никс, шо, музей, а зачем? Ну вот, наверное, так это у него, в принципе, происходит. Осуждать не будем, как говорится, скорее всего, новичок, потому что 7 уровень, как бы, ну, сами понимаете, да? Это, по сути, открыть один золотой сундук. Хотя вначале там, когда прокачиваешься, много сундуков дают. Я, кстати, думал вообще, может прокачать новый аккаунт, но, скорее всего, не получится, потому что тут-то не успеваешь бустить рейтинг, потому что слишком душно, и бывает просто играешь там по полчаса, но 0 рейтинга буст, а то и в минус уходишь на имбе какой-нибудь, типа Никса 15, такой, да, понятно. Примерно так это у меня всегда получается. Ну, заметьте, сейчас в слоне как-то более-менее получается, но опять же, сейчас вы видите баланс, какие уровни, тут как повезет на самом деле. Будет у тебя адекватная команда, которая вместе с тобой кнопочки сможет нажимать, или не будет. Ну, частично она у меня есть, у меня там орел с акулом, они что-то вроде кнопочки умеют нажимать, наверное, чуть-чуть. Но я как бы пока дойду туда, вот это вот все. О, слоник. Что, с бицухой или что? Джейд здесь. Никса бы притянуть? Не притянулся, да? Ну вот видите, вот он как бы был в радиусе. Ну а зачем притягивать? И так же нормально, правильно? Имбовый слон, да. По сути, вот это вот все, что есть у слона. То есть вы бегаете, нажимаете вот эти кнопочки, и это все, что вы можете. К сожалению, такой нынче слон. Зачем было ему давать пассивку? Зачем активку? Зачем это все? Это, знаете, как на тоне, как вот на слоне. Оно есть, но ты им не пользуешься, потому что оно бесполезно. Это как вот на волке пассивка и активный навык. Оно есть, но оно бесполезно. Потому что стоять секунд 10, просто получать урон. Ладно, даже секунд 5. Вот нажать на волке активный навык, да? На волке. Ну, в общем, вы понимаете. Нажать активный навык. И потом... Сейчас там... Ладно, поговорим потом про волка. В общем, нажимаешь активный навык на волке и умираешь просто. Примерно так это выглядит. Да в смысле, бобринская морда, ты откуда... Да почему ты отожмись, ты кнопка, дурацкая кнопка. Дайте я их резну. Ой, какая же сложная штука сейчас была. Ребятам нужен... И сервер вылетел. Ха-ха. Прекрасно. Просто вот лучшая игра в мире, да? Хорошо, что хоть сквад добить успели. Надеюсь, бот у меня сейчас тут 5 аптечек не наюзает, потому что мне как бы... Ну, он стенки налутал, логично. Ой, какая прекрасная игра. Не душно. Так, возвращаемся к волку. В общем, волк, и опять же, имеет тоже такие бесполезные вещи. Пассивка там типа блокирует урон. Не блокирует урон. Или блокирует. Снижает урон, во. Снижает урон вроде волка пассивка. Такая бесполезная. Вот что она есть, что ее нету, вы ее вообще никогда не заметите. 0% там снижают, наверное, судя по всему. Активный навык. Вы его нажмете, там вроде минимум, ну секунды 3 нужно точно потратить. То есть секунды 3 в никуда тратятся. Да чё они такие... Что ты такой дерзкий? Слышь? Вы видите просто. Я достаю, но оно не притягивает. Нормально вообще? Помню, против меня играл бобер. Ну ресаю. Против меня играл бобер, вообще такое бесполезное было. Как я воды вообще выпить успел? Вот дичь всегда происходит. Вот просто хожу, спасаю всю команду соло. Как они умирают? Ну вот как? Заметьте, этот ресает не акула, а какого-то бесполезного чела. Просто бесполезного чела резнул. Офигеть. Ну, у слона тут вариантов нету вообще. Если у меня, правда, шотнет до аптечки, то я нажму, но он умирает. Просто орел резнул 8-ю зебру вместо акула. Хотя они, может, были друзьями, видите, там по никам.
хотя разные кланы, ну, в общем, не знаю. Но опять же, акул там больше в бою сделал в 100 раз, чем этот орел. Но почему-то резнули зебру. Логично, не очень, но это зуба, это игроки в зубе. Обидно, конечно, надо было акулу резать. Но я всех не успею резать, потому что это слон. Да, можно было сандали святого одеть, да, можно было одеть на него, что еще там прекрасного, я не помню. Ну, в общем, что-нибудь прекрасное еще можно было одеть, там, ботинок, да? Но тогда как бы я дамажил, как бы я выживал, как бы я резал? Вопрос, да? А никак, вот именно. Хотя сейчас можно уже 4 слоты лутать. Я вот, кстати, вчера была золотая лихорадочка. Открыл себе... Сколько я? Ну, ящиков какое количество не помню. Ну, в основном серебряные, парочку изумрудных открыл. Думал, выбью жетоны на этого... На Эдну. Не выбил в итоге ничего. При том, что помимо жетонов... Нет, не то. В общем, изумрудные сундуки открывал за такую прекрасную штуку, как ивенты старые, да. У меня же отключили новые ивенты, как вы заметили уже. Почему отключили? Потому что, ну, они криво работают. Полгода. Это сентябрьские ивенты, если что, напоминаю. Сентябрьские, да. Которые вышли в январе, которые полгода тестируются. Ну, понимаете, да, полгода сделать ивент. Не знаю, что там сложного прям такого, но разработчики пока не могут в эту сложную вещь. Так, мы шотаем. Попробую отжать. Боты не дали мне, видели? Эти боты застреляли меня этими штуками и не дали мне залутать. До слез. Хотя я не знаю, может акулу будет полезнее. Хотя у меня дабл. По идее, если будут сильные противники в ближнем бою, я буду жестче, чем акул. Опять же, ну, все зависит от него, но судя по тому, как он играет, я не могу сказать, что он жесткий. Просто стоять на месте, это, конечно, очень круто. Еще боты, ё-моё. Сколько ботов. О, гранатка серебряная, надо лутать. Отлично, залутали. И еще один ботик. Так, ну пока все хорошо, можно посидеть, почилить немножечко. Подождать. А, кстати, по поводу монет я там вроде не договорил. Открывал, да, сундучков. В итоге у меня было 200 тысяч, стало 267. То есть 67 тысяч монет, это было жестко. Хотя можно было на самом деле открыть сундуки, которые дают монеты. Ну, это с инструментами всякими разными, да, с предметами. Но я все-таки хотел одну выбить, но не получилось, не фартануло. Обидно, конечно. Ну, это как всегда, знаете, вот. Выбей на одну жетоны, да. На нового персонажа выбей жетоны. Зато на кенгуру уже 6000 падает, как бы. Нормально. 6000 жетонов на кенгуру, это да. Этого мне не хватает. А вот парочку жетонов на Эдну, да, не может быть. Слишком сложно. Да, слишком сложно и жадно. Так, я сейчас притяну, наверное, кого-нибудь отсюда. Не? Не притяну? Не спасают. Эх, не спасают, бедняги. Ладно, лутаем аптечку. Там, скорее всего, убежал пингвин, если не ошибся. Ну, он единственный, кто мог убежать. А нет, его вот добил кто-то, какой-то Брюс. Походу, вот здесь вот сверху кто-то есть еще. Но, скорее всего, это там недобитый сквад. Или какой-то... Не знаю, что, в общем, что там есть, но мы сейчас должны их убить. Я, в принципе, ничего не боюсь, потому что сейчас баланс, как вы видите... Вот это такой... не лагает. Ну, не лагает, да? Прекрасно. Никс врывается в меня. Да, это 7-й Брюс, короче, добил того пингвина. Так, смотрите, сейчас этот пойдет резать и... Они, короче, разбежались, умерли, я даже даванать никого не успел. Ну, вот такие вот дела. Обидно очень. Ну, вы сейчас видите сами, какие бои очень странные. Ты ничего не делаешь, как-то победа получается сама по себе. Я не понимаю. Не понимаю. Да, очень не понимаю. Лучше вернули тот баланс, где было душно, но повеселее, подинамичнее. Хотя бы уровни были такие же, как у тебя. И было бы, ну, интереснее, как минимум. Ладно, ребятки, на этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте, участвуйте в будущих розыгрышах. Не расстраивайтесь, верьте в победку, и все у вас будет хорошо. На этом все. Пока-пока.